Мы на нашем канале уже как-то говорили про один из самых популярных сайтов в Рунете – Пикабу. За 14 лет своего существования Пикабу превратился в своего рода барометр, показывающий настроение наших соотечественников. Там сотни тысяч людей со всей России не только шарят смешные картинки и прикольные истории, но и высказывают свои переживания и тревоги. А миллионы других россиян с удовольствием читают их посты. И на этой неделе на этом сайте произошел просто взрыв ненависти к партии «Единая Россия». Причина гнева пикабушников может показаться не очень значимой на фоне той катастрофы, в которой Россия сейчас находится. Но тут важно не спешить с выводами и разобраться, что же произошло. Сегодня попробуем с вами это сделать. Только сначала напомню, сегодня мы в Амстердаме, и здесь у нас пройдет живое выступление. Вы можете прийти живьем, если вы здесь, или купить билет на прямую онлайн-трансляцию. Это единственный зал из этого заезда, где мы такое можем сделать. Билеты можно купить по ссылке в описании, в том числе и за рубли, причем цену вы выбираете сами, любую абсолютно. Еще послезавтра выступление в Вене, а в воскресенье в Тель-Авиве. Ну все, начинаем ролик. Слышали фразу «борьба телевизора и холодильника»? Это один из самых популярных политологических штампов России 21 века. Ведь и Первый канал, и ВГТРК, и НТВ – все они на разные голоса рассказывают гражданам, что жить стало лучше, жить стало веселей. Рассказывают, как нас до дрожи в коленках боятся на Западе и глубоко уважают на Востоке. Какого-то альтернативного канала, который разбавил бы все эти торжественные песнопения критическим реализмом, в российском телевизоре просто нету. Зато есть другой бытовой прибор, который предательски тянет зрителей из телевизионных иллюзий обратно в реальность – холодильник. Из соловьиного щебетания омлет себе не сделаешь. Для этого нужны яйца и молоко. А цены на них растут пропорционально путинскому величию. Чем больше в стране путинского величия, тем дороже для потребителей продукты. В последнее время к незамысловатой формуле добавилась еще одна переменная. Чем громче Киселев, Симоньян и Соловьев звенят по телеку бубенцами да фанфарами, тем меньше молока становится в магазинной бутылке. К перманентной инфляции в России добавилась еще и шрингфляция. Чтобы цены на продукты не взлетали совсем уж в небеса, производители начали уменьшать тару. Вместо литра молока теперь 900 или 800 миллилитров продают. Вместо килограмма крупы 900 или 800 грамм и так далее. А цены при этом остаются такими же или растут. Часть покупателей привычна к нормальным целым мерам веса и объема, килограммам и литрам. И какое-то время они могут не замечать, что за все большие деньги покупают все меньше продуктов. Но потом замечают и начинают закономерно злиться. На Пикабу, а это, напомню, один из самых посещаемых сайтов во всем русскоязычном сегменте интернета, собралась огромная инициативная группа. Эта группа решила добиться внесения в Госдуму так называемого закона о честной цене. По сути, они хотят, чтобы закон обязал магазины указывать цену не только за бутылку или упаковку, но и за литр или килограмм товара. Кто-то, конечно, может тут сказать, что, слушайте, у нас тут вообще-то кровопролитная война идет, самая кровопролитная после 1945 года. Сотни тысяч мобилизованных россиян находятся на фронте в положении пожизненно осужденных. В Украине целые города стерты с лица земли. В России маньяков и серийных убийц из тюрем выпускают пачками. Какие еще честные ценники в магазинах? Но на самом деле люди на Пикабу все сделали абсолютно правильно. Взяли проблему, которая касается каждого россиянина и которую сравнительно легко решить. В проблеме этой, безусловно, есть политический аспект. Граждане России должны своими глазами видеть явный и очевидный рост цен на продукты, а не пересчитывать на калькуляторе стоимость на единицу объема или массы. Тем не менее, требования пикабушников не требуют смены политического режима. Власть может пойти на уступки и остаться властью. То есть требование было выдвинуто заведомо выполнимое. Незнакомые друг с другом люди, интернет-пользователи, смогли самоорганизоваться. Взяв не самую опасную для действующей системы законодательную инициативу, они приложили, без преувеличения, сверхусилия, чтобы она оказалась на рассмотрении в Государственной Думе. Это потребовало уйму времени и сил, но граждане навалились и все-таки заставили покрутиться шестеренки государственного механизма. Законопроект о честной цене поставили в Госдуме на голосование. Несколько сотен тысяч человек, не идейных оппозиционеров, а обычных людей из разных городов и деревень, на миг почувствовали, что могут изменить жизнь в стране. Пусть в малом деле, но все же могут сделать ее чуть справедливее. Хоть в чем-то Россия принадлежит самим россиянам, подумали люди, когда дело дошло до Госдумы. Я провел множество избирательных кампаний в условиях, когда
Не то что выиграть выборы, а просто зарегистрировать кандидата – это уже гигантская победа. И я прекрасно понимаю чувства людей, которые все-таки сумели в авторитарном государстве заставить работать хоть какие-то механизмы демократии. Но радость и незабываемое ощущение от того, что где-то услышали твое мнение и что-то в связи с этим случилось, все это прекратилось, когда граждане посмотрели трансляцию из Государственной Думы. Не голосуем! Не голосуем! Покажите результат. Клоняется. 4 партии – КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» поддержали законопроект. Чем, кстати, доказали, что даже такая марионеточная оппозиция уже бесконечно лучше правящей партии. Что лучше голосовать за них, чем не идти на выборы вовсе. Но это мы отвлеклись. 4 партии проголосовали за честные ценники, а «Единая Россия» не проголосовала ни за, ни против. Даже не выбрала вариант воздержаться. Единороссы вообще не стали принимать участие в голосовании. В результате нет кворума, законопроект отклонен, даже при том, что 100% от проголосовавших его поддержали. И типа никто не скажет, что «Единая Россия» отклонила народный законопроект. Она просто вообще как бы и не присутствовала. Ядро как бы и ни при чем, хоть и заполняет собой почти всю Госдуму. «Единая Россия» не придумала никакого нового фокуса. Это давно отработанная технология – топить законы, не голосуя против них, а отказываясь от участия в голосовании. Они могут это сделать, ведь их большинство. А нет кворума, нет и закона. В одно время с законопроектом о честных ценах ядросовское большинство в Московской городской думе аналогичным образом утопило другую инициативу – выделить средства на строительство трамвайных линий. Мосгордума вообще так делает весь созыв по всем оппозиционным законопроектам. Но с законом о честных ценах случай особый. Несколько сотен тысяч человек болели за свой народный законопроект, словно за любимую футбольную команду. Представьте себе, что нападающий бежит с мячом через все поле. Он в одиночестве, против него 11 футболистов, одного обошел, второго, пятого. Уже вроде как замахнулся, сейчас гол забьет. И тут матч отменяется по техническим причинам. Судья, например, ушел домой. Мяч летит в ворота, но гол не засчитывается, судьи-то нет. И как должны это воспринять болельщики? Да как плевок в лицо! Именно такой ответ и дает один из самых топовых постов на Пикабу за последние дни. В другом топовом посте автор вспомнил цитату из фильма «Кинзадза». «Они перед нами ползать будут, а мы на них плевать. А зачем? А как зачем? Удовольствие получать». Кстати, этот же автор еще пишет: «Показательно наплевательское отношение к народу. Люди скооперировались, сформулировали качественный запрос во власть, которую якобы мы сами избираем. И нам просто показали, что наше место возле паражи». Ну а дальше люди безо всяких там Максимов-Кацев и без подсказок прочих ютубовских либералов внятно сформулировали свой политический лозунг. Они взяли на вооружение слова все той же самой Риммы Баталовой из Государственной Думы. «За Единую Россию не голосуем». На фоне большой войны эта история может показаться очень маленькой. Но она лишний раз демонстрирует: граждане нашей страны способны на коллективное политическое действие и ищут возможности его совершить. Мало тех, кто в России следит за переменами на линии фронта, зато каждый следит за тем, как падает его покупательская способность. Все мы знаем поговорку «спасибо на хлеб не намажешь». Так руины Бахмута не намажешь тем более. Журналисты вражеского BBC еще до войны в 2020 году посчитали: за время своего правления Путин 14 раз произнес фразу «времени на раскачку нет». 5 лет назад, в 2018 году, мы услышали, что нам нужен прорыв. Но с тех пор прорывы у нас случаются разве что в канализации. Потому что триллионы рублей, которые могли бы пойти на приведение наших городов в порядок, идут на то, чтобы уничтожить чужие города. Ни президент, ни президентская партия власти ничего не могут предложить людям. Ничего. Им четверти века не хватило, чтобы сделать для людей что-то хорошее. Не хватит и следующих 6 лет. Или 12. Телевизор и радио, копируя приемы агрессивной рекламы, пытаются впарить россиянам то, что им не нужно. Зачем вам хорошо жить? Жизнь, как говорил Соловьев, слишком переоценена. Зато мы вам дадим развалины Попасной. Все это выглядит как бы бессмысленно. Зачем бы это все делалось? Неужели кому-то это должно понравиться, и он такую власть поддерживать захочет?
Но нет, смысл в другом. Системе не так уж важно, насколько внимательно россияне слушают Соловьева и Киселева. Неважно, верят ли они им или не верят. Главное, чтобы россиянин не видел никакой альтернативы и считал, что плетью обуха не перешибешь. Система стоит на этой пассивности граждан и сама же ее и подкармливает. И каждый раз, когда люди вдруг начинают самоорганизовываться, когда, несмотря на все старания пропаганды, граждане запускают собственные инициативы, тогда в системе происходит сбой. Когда множество граждан на раз-два взяли, пытаются запустить те законные демократические процедуры, которые прописаны на бумаге. Мы знаем, что система сбоит, и мы можем этим воспользоваться, чтобы привести страну в адекватное состояние. Сделать жизнь, наконец, лучше. Нам нужно объединиться, солидаризироваться и совершать коллективные политические действия в любой ситуации, когда это безопасно. Очень важный момент наступит в марте следующего года. Но и до него стоит действовать. Даже если повод будет казаться малозначительным, а результат обещает быть нулевым, сам опыт самоорганизации граждан пригодится в будущем. Самоорганизация – это монстр под кроватью автократий. Для них естественная среда – это атомизированное общество, где каждый на каждого смотрит с недоверием и неприязнью. Те люди, которые смогли довести до рассмотрения в Госдуме законопроект о честных ценах, огромные молодцы. Они лишний раз показали, что это за система. Они смогли разбудить гражданское чувство, чувство ответственности и сопричастности у каждого из тех сотен тысяч людей, кто болел за их законопроект. Теперь это чувство переросло в праведный гнев и ярость. При этом есть большая разница между ненавистью и яростью. Ненависть – это разрушительное состояние. Именно в него нас пытается загнать пропаганда. А вот гнев и ярость, в отличие от ненависти, можно направить в созидательное русло. Именно созидания России сейчас и не хватает. Большой привет Пикабу. И до завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.